Всем привет, с вами Яна. По правде говоря, мне как-то не по себе от того, что главное событие 2018 года, то, к чему все так долго шли, как-то проходит это событие мимо нас, так еще и дотеры находятся в инактиве до конца лета и никакой движухи с ними. Поэтому я вот сидела и подумала, а почему бы нам не звать к себе в гости деятелей киберспорта? Ведь многие талантливые люди живут в Киеве, и с ними было бы интересно пообщаться на тему International, на тему Доты, на тему Нави. Поэтому сегодня я позвала к нам в гости игрока команды Winstrike Айсберга. И обо всем вышеперечисленном сегодня я с ним буду разговаривать. Он уже, наверное, приехал, уже должен приехать, поэтому сейчас идем на проходную встречать Бодяныча. Прошу вас, мусье. Час назад я смотрю, что он на стриме у Гостика играет в доту. Как бы у нас тут интервью и всякие такие движухи, но исправился, едет. Водя у нас будет первый раз. Что самое, вообще, наверное, многие хотят попасть в офис Нави, вот как-то Да. Почему-то вот так вот это. Я уже давно... И только за призами и за Игисом, посмотреть на Игис. Я не был еще на ИТ, мне интересно, как он... Да, но даже можно будет пощупать его, я Вот, думаю. Ты видишь? достанешь, он высоко, но ты достанешь. Ладно, пошли. Погнали. Будем говорить вообще, наверное, на несколько тем. Мне бы хотелось и о Доте поговорить, и о вашей команде, и о Нави. Там, ты едешь на Инт, и вот это будет интересно пообщаться. Мы не едем, не знаю, может какой-нибудь Даня условный поедет с Вегой. Не, я думаю, да. С Вегой. Он же просто играет за ним. Да. Я не знаю, что-то все расхайпили. Да. Так. Хотя и так очевидно, что он просто пошел, потому что его попросили. Да. А люди сразу на Reddit 10 тысяч по 100, бла-бла-бла-бла-бла. Дэнни сменил тег, что будет дальше? Все тут строго. Строго? Как не строго, подпечатка, все такое. А я видел такое Вот. в Рухабе. Это наша святая святых. Это кнопка типа За миллион. Да, вот. Женя Золотарев 2 недели назад записал видео, в котором рассказал, почему у Нави не получается, и привел в пример 2 команды, что есть команда Virtus.pro, а есть Fly2Moon. Тогда вы еще Fly2Moon были. И нет, Winstrike уже, но он именно вас конкретно привел. Смысл в том, что есть 2 стратегии. Либо ты строишь команду вокруг капитана, как было Virtus.pro, что вокруг Соло они построили команду, что... Солыч на самом деле построил. Да, Соло построил, все верно. И вторая стратегия — это когда 5 игроков, у каждого своя функция и нет ярко выраженного лидера, и что они каждый там выполняет свою работу, плюс тренер. Если бы ты мог как-то влиять на состав Нави, если бы ты мог как-то на результаты влиять, как бы ты собирал состав? От человека зависит, на самом деле. Объясню. То есть кому-то, условно, возьмем Дэнди, возьмем Генерала, весь состав Нави условно возьмем. Кому-то очень сложно играть без капитана, потому что это ответственность изначально. Каждый должен выполнять свою функцию, соответственно, тяжело как-то находить эти риски в самой игре даже. Ты боишься сделать то-то, то-то, потому что у тебя нет уверенности в себе. Да. А капитан как раз дает тебе эту уверенность. Есть другой склад как раз ума, или там игры команды. Команды, можно так назвать. У нас, например, нас не боятся, но я вообще не боюсь. Не знаю, если я ошибусь, но бывает. То есть ты лезешь на рожон в плане безбашенность какая-то или что? Но это нужно, чтобы тебя кто-то осаждал тогда. Можно и так сказать. Это все на самом деле двояко? Происходит, не знаю. У нас есть стоп-кран, это Леха. Нонград, он говорит там, стоп, остановите, когда надо останавливаться. То есть Айрат у нас больше отвечает за то, как майндсет победить. Происходит первую игру, первые 5-10 минут отвечает Флай, потом уже Саня координирует более-менее, а я исполнитель в такой ситуации. То есть, когда игра переходит более в лейт, тогда мы уже начинаем говорить. По большей части я говорю в лейте. На танковый, на КС канал, на Дота канал. Прикольно. 24 и 3... Карат золота.
Я только что придумала, не знаю. Ну, в общем, это наша, да, святая святых. Ломится от кубков все, и не хватает места. Вот у нас пока все на столах стоит. Так это же прекрасно. Да. Мне очень нравится больше всего... Он пластмассовый? Пластмассовый? Нет, он не пластмассовый. Нет, вот эти вот старого образца кубки, они все металлические, очень круто выглядят. Это вот как раз 2000... Это кейсеры брали, 2011 год. Это самые вот такие... Да, вон 11-й. Самые прикольно. Крутые. Ну и, конечно, Аега. Он из несколько там сплавов: кожа, бронза и еще ну что-то вот, серебряное. Я чувствую, да. Прикольно. Лишь бы не упало. Меня убьют просто. Можете привезти свой, вот в этом году свой Аегис сюда. Ой, ну не сюда, а на родину, я имею в виду. Да ладно, что ж там скрывать, сюда все. Все домой, все в дом. И у нас никто не боится там условно ошибаться и так далее, потому что все мы ошибаемся, мы это принимаем и понимаем. У нас нет такого, что мы там... Не, есть, конечно, как у всех там ругаемся за счет каких-то там тупых ошибок и так далее, но это быстро проходит. То есть полчаса мы уже забыли и новую игру играем. Наверное, из-за этого у нас есть такой успех. Это не накапливается. Я, например, некомпетентна в этих вопросах, как там формировать состав. Вот. Как бы вот ты бы, знаешь, посоветовал, ну, например, или как бы ты вот поступил, если бы ты формировал, например, состав Нави? Если отталкиваться, что кто-то останется в составе, а я считаю, что это нормально, на самом деле, не надо, просто надо костяки убирать. Ну, типа, я приверженец того, вот сейчас с ним Spirit играют вместе, там, например, Тёмыч, вот мы играли на протяжении года, был состав я, Тёма и Саня, Death of Force. Мы играли первый сезон, там один сезон проиграли, второе место, по-моему, мы на квалах заняли, Empire уступили в прошлом году, и дальше продолжили играть. Снова же начали играть, у нас снова не получилось уже с двумя другими игроками. Ну, и тут надо понимать, что надо остановиться и просто взять других игроков. Здесь вот Armory, это, ну, мерч весь тут лежит. Давай зайдем, посмотрим, да. Форма очень крутая, я не знаю почему. Вот это? Годовая? Да, мне очень нравится с белой. Я не знаю, почему люди начали хейтить. Мы нашли человека, которому нравится форма. Ей, не все так потеряно. Ну, мы ее немного переделываем. Вот будет еще новый образец. Вот оставь тогда мне одну такую. Хорошо. Это прикольно. Договорились. А еще у нас здесь есть кабинет SEO. Его сейчас нет, он в отпуске, но я тебе его покажу. Ну, это прикольная штука. Да. Ну, вот тут вот обычно всякие переговоры у нас, митинги, выяснение отношений, кто прав, кто виноват. Пуфик прикольный на самом деле. Смотри, какой. У нас таких было раньше миллион по офису, но сейчас все на буткемпах, поэтому... Ну, это нормально. Ну, вообще прикольно. Я не могу у тебя не спросить про возраст. Есть ли потолок? Ну вот, знаешь... Нету. Почему с возрастом люди становятся, ну, там, хуже, как игроки? Потому что амбиции угасают. То есть в 20 лет, ну ладно, 18 лет, ты думаешь, там, вот я хочу выиграть. Механизм в голове, и ты его постоянно прокручиваешь, и думаешь, что вот не получается. Либо у тебя получилось, ты пытаешься заново завести этот механизм, но не получается. Вот из-за этого, наверное. А так сам возраст на нажимание кнопок точно никак не влияет. Но есть куча игроков, которым там 30+, они недавно, вот у меня есть друг, который играет 7 месяцев, ему 27 лет, и уже играет, там, какой у него, топ-500 ранг, 7 месяцев играет. И в доту играет? Да. Всего вообще за всю жизнь 7 месяцев? Человек. При мне первый раз играл против ботов. Не мог ни одного крипа добить и так далее. И, ну, у нас же компания таких более-менее дотеров была еще тогда. И, ну, понятно, что мы рофлили и так далее. А затем он говорит, вот 3 месяца дайте, я буду хорошим игроком, все дела. Сейчас он играет лучше большинства тех друзей, которые над ним рофлили тогда. Возраст не показатель. И ММР тоже. Главное желание, как по мне. Да. Пойдем на второй этаж, покажу тебе, у нас там еще есть спейс. Молоко я забираю, кстати. Да, конечно, бери. Печеньки. Здесь медиа отдел, ну там, не знаю, там просто... Это я видел, по-моему, тоже в интервью каком-то. А вот это вот? Здесь
последнее время вообще здесь была чил-зона, то есть когда тут какой-то там мини-буткемп у нас у дотеров был, здесь пуфики стояли, всякие сладости, еда. Вот сейчас тут иногда сидят менеджеры, каф приходит, иногда... Пуч. Ну и вот здесь был буткемп. А я видел фотки какие-то, по-моему. Столы, сейчас вот, пока здесь ничего. Я думаю, что мы тоже можем здесь сесть и уже поговорить еще, у меня есть часть вопросов. Конечно, конечно. Стульчики, да, привезти? Такой у нас блог про Fly to Moon, Windstrike. Вообще, как так получилось, вернее, как вы перешли в Windstrike? Это что-то меняет вообще в структуре вашей команды и что будет? Нет, вообще ничего не меняет. Только на самом деле форма, естественно, медиа какие-то вещи. В плане команды ничего не меняет. Я так понимаю, но вы с Fly to Moon собрались вот уже 6 месяцев, как есть эта команда, если я не ошибаюсь, с февраля месяца. Вы играете вместе? Ну, наверное, да. Я сам не помню уже. Я так понимаю, вы сидели, ну, как бы без зарплаты, это просто у вас был микс. Да, мы 5 месяцев, по-моему. Почти 5 месяцев сидели без зарплаты. Тебя лично, то, что ты там играешь без зарплаты, это для тебя мотиватор или наоборот, может, какой-то я был на зарплате тогда. Мне всегда постоянно писали в комментариях, вот, типа, на зарплате сидел, всегда проигрывал и плохо играл, а сейчас без зарплаты, смотри, как играет. А на самом деле я и так сидел на зарплате. У меня был контракт с Team Spirit, они очень хорошие мои друзья, мы с ними очень хорошо общаемся, с владельцами, естественно. И они мне, считай, так, жесть помощи, так сказать. То есть я не играл в команде, они знали, что я, скорее всего, не буду у них играть, но они давали мне зарплату и ждали, пока меня выкупят. Они расторгали контракт. То есть примерно так. Тебя выкупили, получается? Да. Скажу тебе честно, и это не только мое мнение, когда вы только вместе собрались, и когда вы поехали на эпицентр, все равно вот было такое ощущение, что эта команда на один, вот знаешь, турнир, на один день. Это вообще тебя как-то цепляло? Меня нет. Мне вообще, я же говорю, мне это не цепляет. Ты выигрываешь, тебя все будут любить. Проигрываешь, неважно, всегда будут куча людей, которые будут рассказывать какие-то истории. Я не знаю, им просто нравится, видимо, слухи какие-то собирать, либо просто придумывать что-то, конечно же, что вот мы на один турнир собрались, это наш максимум и так далее. То есть людям хочется так думать, пусть думают. Сама цель – получать удовольствие изначально, получать какие-то эмоции. Я вот из-за чего бокс бросил, потому что, прекратило приносить удовольствие какое-то. Поэтому так же, как и с дотой, как только это закончится, считай, все. Я тоже уйду из доты, максимум, наверное, если какой-то турнир, то я не буду подставлять команду, и сыграю еще парочку месяцев, условно, но потом я, скорее всего, заброшу. Чего ожидать на International? Мета у нас изменилась с выходом последних патчей. Сейчас играют 2-1-2. Вообще, какую нам доту ожидать? Я так полагаю, что не будет особого экшена. Потому что фокус на лайнах, фокус, ты сам когда-то писал. Не, экшен будет, ты что? Экшен будет, но он просто, перейдет в немного другое русло. То есть все будут драться 2 на 2 по линиям, стараться контрпикнуть героя. Патч, как по мне, для Team Secret. И CM-ки, это их все герои, Эмберы, Мидван. Но они хорошо играют с этим, они весь сезон играли на самом деле с этим, просто это было не в мете. Сейчас это в мете. И как раз для них это идеально, как по мне, если будут появляться такие герои. План минимум на Интернешнале. Ладно, пусть будет выйти из группы. Хорошо. Ладно, ребята, мы заканчиваем наше интервью, влог. Не хейтите, молю. Мы не будем. Я не буду точно. Всего, в общем, тебе самого наилучшего и твоей команде. Спасибо. Тащите. Спасибо. Давай кулачок. Давай. Once more than I said we are through.